Всем привет! Сегодня обозреваю аккумуляторный пылесос Makita DCL284F. Расскажу, стоит ли обратить на него внимание, сколько батарей он жрет, что бы я посоветовал к нему докупить, и немного покажу в деле. Ну и накину болтовни про пылесосы. Также буду проводить параллели с сетевыми. В качестве основного у меня сейчас Milwaukee S2250. Этот брался именно как вспомогательный, но немного прижившись стал основной. И для работы, и для дома. Робота у меня пока нема. Зачастую, когда надо какую-то мелочь убрать, разматывать 7,5 метров кабеля и 3,5 метра шланга просто лень. А в этот аккумулятор щелкнул и погнал. Сначала, наверное, сразу отпущу тех, кого интересует, что им можно пылесосить, а что нельзя. Потом уже все остальное. Вообще нельзя. Даже с циклоном. Вода, влажная грязь, любые жидкости не предназначен. Точка. Зола, пепел, это, я думаю, понятно, это специальный агрегат нужен. Цементная пыль, гипс, штукатурки, шпатлевки без циклона нельзя вообще. С ним уже на свой страх и риск. Чем мельче пыль, тем больше шансов, что вы прибор ушатаете. Небольшое количество, например, какую-то пыль от сверления под дюбели или анкеры, вообще не проблема. Но если вы стены шлифовали и надо конкретно так убрать, я бы не советовал так над ним издеваться. Саморезы, стружка, битое стекло. Опять же, без сепаратора нельзя совсем. Они же его убьют! И? С циклоном без вопросов. Что можно? Просто чутка перечислю. Сухая грязь, песок, земля с обуви и так далее. Пищевые остатки, крошки, крупы, хлопья, сухой корм и так далее. Волосы, шерсть, нитки, обрезки ткани, бумажные обрезки, дорожная пыль, пыль на твердых покрытиях, плинтусах, в автомобиле, мелкие опилки, сухая стружка, древесная пыль и так далее. Перечислять можно долго, но не буду. Итак, комплект поставки. Я брал, естественно, нулевой. Это сам пылесос, труба, насадка для пола, резинка достается, колесики вытаскиваются и щелевая насадка со щелями, которые я замотал изолентой. Мне так надо. Чаще всего она используется для отщелкивания заевших макпаков. Есть еще держатель этой насадки для трубы, но мне он надоел, и я его снял. И, конечно же, руководство. Что в нем написано? Ты в курсе, что пенис у кота на всей поверхности шипы имеет? Что в аккумулятор нельзя вбивать гвозди и прочая очень ценная информация. Ладно, сам аппарат. Значит, вот такая штуковина. Сделана она, естественно, в Китае. Рукоятка достаточно удобная и обрезиненная. Сзади петелька. Вполне себе полезная. Сверху две кнопки. Одна регулирует скорости. Их тут 4. Вторая включает-выключает. Здесь же поворотом отщелкивается пылесборник объемом 0,7 литра. При желании можно его в другую сторону поставить. Трубки и циклоны держатся здесь на защелке. Дальше идет комплектный фильтр. Их два вида крепления. Этот вставляется и проворачивается, а есть еще просто на резинке. Дальше идет пластиковое основание под фильтр. И вот такая губчатая вставка, которая уже закрывает сам двигатель. Этот фильтр я периодически просто продуваю воздуходувкой. Габариты и транспортабельность. Вес. Сам пылесос весит почти килограмм. С комплектной трубой и насадкой 1,2 килограмма. В полном сборе с большим АКБ кило 900, с маленьким кило 600. Отдельно циклон весит 370 грамм. И, соответственно, полный набор весит 2,2 с небольшим килограмма. Размеры. В длину девайс примерно 48 сантиметров. Такой же длины и комплектная трубка. Общая длина в собранном виде около 110 сантиметров, с циклоном 120. Транспортировка. Сам агрегат без трубки спокойно помещается в систейнер двойку. В тройку можно засунуть вместе с циклоном. Опять же без трубы.
Трубу можно примастырить каким-нибудь держателем, их сейчас немерено, можно чуть-чуть укоротить, можно сделать разборный на две части, можно купить телескопическую. Короче, кому надо, тот пусть и думает. Характеристики. Чтобы было понятнее, я буду проводить параллели с абстрактным сетевым. То есть какой-то среднестатистический строительный проводной пылесос, с которым я и буду сопоставлять характеристики. Да, буду сравнивать 18-вольтовый с 220. Вроде бы как очевидно, что он слабее, но насколько? Если оно вам не надо, есть тайм-коды. Сила всасывания, оно же разряжение. 18 килопаскалей, они же 180 миллибар, против 22-25 килопаскалей у сетевых. Значит, у аккумуляторного разряжения ниже на 20-30%. То есть крупный мусор и куски разного хлама ему собирать сложнее. Я в конце сделаю вставку чистой работы около минуты, это там хорошо видно. Но учитывая разницу в размерах этих агрегатов, число вообще незначительное. Воздушный поток. 20 литров в секунду против 60-70 у сетевого. Тут уже разница в 3 и более раза. Важно это в основном при подключении к электроинструменту. Чем больше поток, тем лучше собирает вылетающую пыль. В работе какой-то прям поразительной разницы я не заметил. Я его подключал к циркулярке, процентов 90 собирает. Проводной собирает по ощущениям, немного больше. Разницу в 3 раза я тут вообще не поймал. Мощность всасывания. Не двигателя. Она же эффективная полезная мощность. 125 Вт против 400-500 у сетевого. Вот тут уже разница ощущается. Особенно, когда пылесосишь какие-нибудь щели, коврики и тому подобное. Здесь действительно разницу в 3-4 раза можно прочувствовать. Выдув не предусмотрен, в отличие от проводных. Хотя, когда есть такая штуковина, не особо-то оно и надо. Ссылка на обзор воздуходувки в описании. Если говорить в целом, то для небольшого аккумуляторного пылесоса мощность у него очень даже. Но большой строительный сетевой пока еще не заменяет. Тут уже нужна техника подороже. Сколько можно было нудить? Сколько АКБ нужно? Зависит от объема работы и скорости. Я в основном использую его 50/50 на 3 и 4 скорости. 1 и 2 по сути бесполезны. На 3 скорости аккумулятора двушки хватает минут на 10 непрерывной работы. То есть, имея 2 маленьких АКБ от любой крутилки, можно кое-как пропылесосить квартиру. С батареей 6 ампер-часов его хватает на минут 15-20 на максимальной скорости. Отдельно отмечу и состояние аккумулятора. Например, 3, повидавшая жизнь, работает не сильно дольше, чем новая 2. Если у вас есть какие-нибудь китайцы для садового инструмента типа цепных пил, триммеров и так далее, по 8-10 ампер-часов, можете вообще не париться. Или же, если работы немного, надо где-то что-то подпылесосить, вообще пофиг. И одного хватит. Что я советую докупить сразу? Первое – это, конечно же, циклон. Это must have. Моментально расширяет возможности инструмента. Сразу отмечу, что дорогой фирменный можно и не брать. Обычный дешевый с маркетплейсов тоже становится. Просто он не такой удобный, не защелкивается цивильно и так далее. Значит, вот такая штуковина. Сам резервуар держится на 2 защелках. Внутренний фильтр, как и половина запчастей, здесь вставляется и проворачивается. То есть, чтобы совсем крупные куски уже не попадали дальше в пылесос. До вот этой отметки объем примерно 450 мл. Столько опилок, например, в пылесос вы не соберете. Или соберете, но будет падать тяга. Большую часть мусора, которая бы попала в маленький внутренний фильтр, в циклон отлично укладывается. Мусор, крошки, опилки, любая хрень. Плюс просто отщелкнуть и высыпать из этого стакана гораздо быстрее и проще, чем постоянно чистить внутренний фильтр. Короче, суперская вещь. Главное помнить, что при работе его нельзя переворачивать. Ставится он в 2 положениях, кому как больше нравится. Мне удобнее, когда он спереди. Что еще могу посоветовать докупить? Еще что впаришь. Шланг с 2 переходниками. Я их просто приклеил термоклеем. Лень было оригинально искать. Опять же, подключать к электроинструменту. Залазить в разные закоулки. Даже комплектную щелевую насадку
Со шлангом использовать удобнее, чем надетую на трубу или всунутую в сам пылесос. Цена вопроса – копейки. А подключить беспроводной пылесос к беспроводному же инструменту – это отдельное удовольствие. Аксессуары. Кроме сепаратора и шланга меня больше ничего особо не заинтересовало. При необходимости к нему есть разные трубки, в том числе телескопические, щетки, подставки и так далее. В наличии поблизости я нашел почти ничего. А то, что есть, стоит как биткоин в лучшие годы. Поэтому тот же циклон, если есть возможность, лучше покупайте не у нас. Что касается фильтров и предфильтров, их достаточно. От самых простых до комплектов с HEPA. И с ними, за парой исключений, та же история. Либо не найти, либо ценник долбанутый. Ремонтопригодность. Не завезли. Если поковыряться в деталировке, то тут всего две запчасти дороже $2. Это двигатель и контроллер. Контроллер стоит как 2/3 аппарата, двигатель на 5-7 баксов дешевле, чем весь пылесос целиком. Да и все равно где-то можно купить я не нашел. Мастерские, сервисы, маркетплейсы, али и так далее – все мимо. Что интересно, можно всунуть оригинальный движок от других моделей. Если верить спецам, даже от старых щеточных. Но это уже такое себе. Короче, в случае чего ремонту не подлежит. Либо сильно запариться и очень тщательно подобрать китайский аналог. Есть и движки, и контроллеры, но это уже по сути капитальная переделка. Это не вытащил одну запчасть и вставил другую. Там конкретный кусок работы по подгонке, перепаиванию всего и везде. Короче... Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Итак, сильные и слабые стороны. Плюсы. Соотношение габаритов и мощности. Тут бесщеточный движок прям зарешал. Цена. Без выкрутасов его в любом интернет-магазине можно купить за 85 баксов. За такой аппарат я считаю отлично. 4 скорости. Ну, опять же, удобно. Не все они, правда, нужны, но пусть будет. Минусы. Объем пылесборника. Без циклона это на пару минут. Вот буквально 5 минут пылесосишь, 5 минут его чистишь. Ремонтопригодность. Грубо говоря, отсутствует. Нюанс. Без хороших аккумуляторов не советую. Кому и для чего могу посоветовать? Ну, во-первых, владельцам мастерских. Отличный вариант для какой-то быстрой уборки опилок и пыли после работы. Именно как второй дополнительный. Тем, кто ездит по заказам. Если у вас после работы остается жмение опилок и там пылят десятка отверстий под анкеры дюбели, прям то, что надо. Обладателям инструмента на платформе LXT. Если у вас уже есть батарея и зарядник 18 вольт, отличная покупка, как я считаю. Ну и для уборки автомобиля тоже вполне себе. Для точечной и быстрой уборки им удобно собрать что-нибудь просыпанное, очистить преддверный коврик или убрать шерсть за какой-нибудь животиной. Для труднодоступных мест. За счет малого веса им легко убирать паутину на потолке, карнизы и тому подобное. Кому и для чего не советую. Ну, во-первых, как единственный пылесос. Что для большой квартиры, что для работы, все-таки он слабоват. Ковры с длинным ворсом он не вывозит, куски какого-то строительного мусора тоже. Покупателям с нуля. Если у вас нет аккумуляторов и зарядного, покупка всего сразу обойдется дорого. Да и вариантов попроще и подешевле полно. Отдельно отмечу предыдущие модели. Это не только к Makita относится, кстати, но и ко всем остальным крупным производителям. Периодически всплывают разные акции на старые модели со щеточными движками. На мой взгляд, их сегодня ни за какие деньги покупать не надо. Представьте вот этот же девайс, но жрущий заряд на 60% больше, притом сильно меньше силой всасывания. Если вам этот кажется дороговатым, то более дешевые модели со щеточным движком, в принципе, они никаких денег не стоят. Это просто говно. Субъективно говоря. С чего вообще решил сделать обзор? Вот, кроме интереса в комментариях, само собой, аккумуляторный пылесос, как ни странно, есть смысл обозревать. Потому что именно беспроводные фирмы делают сами, в отличие от сетевых, которые делают всего 3 конторы. Для всех брендов электроинструмента практически. Потому что при выборе проводного в большинстве случаев ты выбираешь только цвет прибора Nilfix или StarMix. Ну, еще иногда за отдельную плату форму корпуса немного меняют. Если хотите более подробное продолжение темы, пишите что-нибудь своя. Все-таки пылесос-то главный инструмент номер 2. На этом и заканчиваю. Пишите, как вам такие аппараты, чем вы пользуетесь сами. Воткните лайк, если обзор был без пыли. И все остальные там ютубные штуки. Все, всем удачи. Нужен будет совет, забегай. И вот просто еще кусок пылесосинга. Там земля, субстрат, опилки, стружка, все как надо. Можете посмотреть, как он справляется на максимальной скорости и уже делать какие-то выводы.